Фаза первая. Прибытие в лагерь. Если попытаться хотя бы в первом приближении упорядочить огромный материал собственных и чужих наблюдений, сделанных в концлагерях, привести его в какую-то систему, то в психологических реакциях заключенных можно выделить 3 фазы: прибытие в лагерь, пребывание в нем и освобождение. Станция Аушвиц. Первую фазу можно охарактеризовать как шок прибытия. Хотя, конечно, психологически шоковое воздействие концлагеря может предшествовать фактическому попаданию в него. Как это было у нас, в том эшелоне, с которым я прибыл в Аушвиц. Представьте, мы движемся уже много дней и ночей. В поезде до 1500 человек. В каждом вагоне примерно 80 мужчин и женщин лежат и сидят на каких-то узлах, последних остатках своего имущества. Рюкзаки, сумки, свертки загородили половину вагонного окна, так что бледный свет раннего утра проникает только сверху. Куда мы едем? Все полагают, что на какое-то военное предприятие, где нас заставят работать. Поезд останавливается на путях. Непонятно, где мы, еще в Силезии или уже в Польше. Пронзительный свисток паровоза звучит для нас жутко, точно крик о помощи. Кажется, будто сама машина почувствовала, что везет людей туда, где их ждет великое несчастье. А поезд, видимо, подходит к большой станции. И вдруг раздается чей-то крик: «Смотрите! Надпись «Аушвиц». В этот момент, наверное, каждый ощущает, как у него буквально останавливается сердце. Ведь Аушвиц связан с неопределенным и потому еще более страшными представлениями о газовых камерах, крематориях и массовых убийствах. Поезд катит дальше, медленно, как бы в нерешительности, как бы желает дать нам возможность освоиться с фактом. Аушвиц. Теперь уже можно увидеть больше. В постепенно рассеивающемся утреннем тумане слева и справа от железнодорожного полотна проступают очертания огромнейшего лагеря. Бесконечные проволочные заграждения, сторожевые вышки, прожекторы и длинные колонны оборванных, закутанных в лохмотье человеческих фигур, серых в сером утреннем свете, медленно и устало бредущих по прямым, как стрелы, дорогам. Кто знает куда. То с одной, то с другой стороны слышны повелительные свистки. Кто знает, что они значат. Многим из нас стали мерещиться ужасные картины. Мне, например, показалось, что я вижу 2 виселицы с болтающимися на них повешенными. Меня охватил страх. И, наверное, так было надо. Всем нам предстояло секунда за секундой, шаг за шагом входить в великий ужас, свыкаться с ним. Наконец, поезд подошел к станции. Тишина. И вот там, снаружи, команда. Окрик. Грубый, хриплый, надсадный. Тот, который мы будем слышать во всех лагерях, и который звучит как последний крик «Убивай!» И даже более того, как постоянный крик человека, которого все время убивают. Двери вагона открываются резким рывком, и в него врывается толпа. Скорее, свора заключенных в отвратительной полосатой лагерной одежде, наголо остриженных, однако выглядевших на удивление сытыми. Они заговаривают с нами на всех мыслимых европейских языках, но все с
той жизнерадостностью, которая здесь, в этот момент, в этой ситуации выглядит как-то гротескно. Но я хватаюсь за эту их жизнерадостность, как утопающий за соломину. Неистребимый оптимизм, всегда поддерживающий меня в самые тяжелые минуты, нашептывает мне: они ведь хорошо выглядят. Эти люди, с ними, видимо, не так уж плохо обращаются. Вот они даже смеются. Почему бы и мне не оказаться в таком благоприятном положении? Да какое там благоприятном, просто счастливом. Психиатрам известна картина так называемого бреда помилования, когда приговоренный к смерти буквально перед казнью начинает в полном безумии верить, что в самый последний момент его помилуют. Вот и мы озарились надеждой и поверили. Это не будет, не может быть так ужасно. Ну посмотрите же на этих краснорожих типов, на эти лоснящиеся щеки. Мы еще не знали тогда, что это лагерная элита. Люди, специально отобранные для того, чтобы встречать составы, годами ежедневно пребывавшие в Аушвиц, и, ободряя новоприбывших своим видом, забирать их багаж со всеми ценностями, которые, возможно, припрятаны в нем, какой-нибудь редкой вещицей, ювелирным изделием. К тому времени, то есть к середине Второй мировой войны, Аушвиц стал, безусловно, своеобразным центром Европы. Здесь скопилось огромное количество ценностей – золота, серебра, платины, бриллиантов. И не только в магазинах, но и в руках эсэсовцев, а кое-что даже у членов той особой группы, которая нас встречала. Помню, перед отправкой в другой, меньший лагерь мы теснились в каком-то бараке, предназначенном, я полагаю, максимум для 200 человек, а нас было около 1500. Многим приходилось стоять, потому что сесть, не говоря уже о том, чтобы лечь, было нет. Мы были вконец измучены, замерзали, голодали. За 4 дня мы получили по одному кусочку хлеба, что-то граммов 150. Я слышал, как староста блока этого барака торговался с одним из встречавших нас заключенных по поводу платиновой булавки для галстука, украшенной бриллиантом. Думаю, что в конечном счете булавка была обращена в выпивку. Я не знаю, во сколько тысяч марок мог обойтись там веселый вечерок с достаточным количеством шнапса, но уверен, этим вечным концлагерникам алкоголь был необходим. И кто станет обвинять человека, если годами, живя в такой внешней обстановке, с таким внутренним состоянием, он захочет хоть ненадолго себя одурманить? Еще больше нуждались в таком одурманивании те заключенные, которых принуждали поочередно становиться помощниками палачей, обслуживая газовые камеры и крематории. Ведь они знали, что настанет их очередь, и они пойдут путем своих жертв. Им, кстати, даже выдавались практически неограниченные дозы спиртного.